Здравствуйте! Сегодня расскажу о своем эксперименте. Наконец-то я нашла для себя материал, из которого можно делать декор в виде стекла. Все оказалось просто. Это готовится плотное желе на агар-агаре. Во время работы не все пошло так, как планировалось. Есть нюансы, которые нужно еще доработать. Но в основном результат положительный, и я вам все сейчас подробно покажу. Кому интересно, рецепт приготовления вот этого торта есть во второй половине видео. Ну что ж, давайте все по порядку. Сам торт собирался из двух частей. Первый этаж высокий, диаметр торта 18 см, и верхний ярус, диаметр 16 см. Общая высота торта получается 13 см. Верхнюю часть торта я обклеила вафельной картинкой. У меня была задумка, что желе на верхнем ярусе останется прозрачным, и вот этот узор, который есть на вафельной картинке, его будет видно. К сожалению, в моем случае вафельная картинка оказалась бесполезной. После этого я сделала дамбу из ганаша, для того, чтобы желе не вытекало вниз. Торт нужно обернуть очень плотно ацетатной пленкой и зафиксировать металлическим кольцом. Теперь в таком виде убираем торт в холодильник, чтобы он хорошо охладился. А за это время приготовим желе. Нам понадобятся вот такие ингредиенты. Выливаем холодную воду в сотейник и туда же высыпаем агар-агар. Мощность моего агара 1200. Ставим на средний огонь и ждем, чтобы вода с агаром закипела. В принципе, помешивать не обязательно. Это просто у меня уже такая привычка все время что-то мешать. Вот как мы видим, что вода с агаром начинает кипеть. Уменьшаем газ. Я, в принципе, варила на умеренном огне. Я уменьшила газ, и вот так он должен покипеть минутки 2. После этого нужно добавить сахар. После того, как мы добавили сахар, желе должно еще покипеть также минутки 2-3. Желе у меня еще варилось до 3 минут, вот так на слабом огне потихонечку себе кипело. У желе меняется структура, и оно становится более вязкое, чем-то напоминает горячий кисель. После этого снимаем с огня, добавляем лимонный сок и краситель. Я добавила всего каплю. Теперь все хорошенько смешиваем. Желе у нас прекрасно окрасилось в голубой цвет. После этого образуется такая легкая пенка. Ее нужно убрать для того, чтобы желе осталось максимально прозрачным. После этого желе нужно оставить, чтобы оно остудилось. Как только желе остудилось до теплого состояния, можно заливать торт. Я его заливала с таким расчетом, чтобы сверху картинки желе было где-то еще сантиметр. Сразу после этого убираем торт в холодильник для того, чтобы желе застыло. На данном этапе все было хорошо. Желе было прозрачным и картинку было хорошо видно. Я думала, что так и останется. Но после охлаждения желе потеряло прозрачность. Пока не могу найти причину. Если кто-то знает, из-за чего это происходит, пожалуйста, напишите в комментарии. У меня еще оставалось немного желе. Я его взяла обратно, разогрела до горячего состояния. Мне было интересно попробовать, как он сдружится с трансфером для карамели и шоколада. В посуду для заливки я положила кусочек трансфера и сверху залила горячее желе. После этого тоже нужно поставить в холодильник, чтобы оно полностью застыло. После охлаждения оно также помутнело, но рисунок отпечатался. Посмотрите, вообще-то очень оригинально смотрится, получается как будто витражное стекло. Это желе достаточно плотное, не тягучее, и самое главное, оно не течет ни в холодильнике, ни в помещении. Остается вот как мы его сделаем, таким оно и остается. Идея с отпечатком рисунка очень хорошая, но, как потом выяснилось, такой декор нельзя брать руками там, где краска. От прикосновения рук краска смывается, и рисунок потом становится очень блеклым. Нужно брать аккуратно сбоку, там, где нет краски. Нижнюю часть торта я выровняла также ганашем. После выравнивания мой эксперимент продолжился. Я хотела сымитировать верхней частью торта, сделать как будто это кристаллы, либо драгоценный камень. Ну что там в этом роде. Так как это все делалось экспромтом, у меня не было четкой картины, что бы я хотела сделать. Это как бы все был
такой пробный вариант, что можно делать с этим желе. Срезается очень легко, без всяких усилий. Как лично для меня он достаточно реалистично смотрится, как стекло. Вот у меня получился такой верх торта. Кстати, обрезки, которые остаются, не нужно выбрасывать. Их можно хранить в холодильнике. Вот эти обрезки спокойно можно использовать для декора в другом торте. После этого я окрасила кое-где еще золотым кондурином. Кондурин держится хорошо и дает хороший блеск. Ну и в конце прикрепила сердечки, которые я вырезала, и мелкие камушки. Обратите внимание, что рисунок, который был в начале, из-за того, что я декор брала руками, как раз в тех местах, где был нанесен рисунок, то есть была краска, я, получается, сама его немного стерла. Рисунок стал более тусклым, практически его здесь и не видно. Декор из этого желе, если он мелкий, то можно спокойно клеить на шоколадную глазурь, либо на шоколад. Но если более крупный, вот у меня есть самое крупное сердце, оно никак не хотело держаться на шоколадной глазури. Поэтому я его потом прикрепила еще на кондитерский клей. Лучше всего декор из этого желе клеить на кондитерский клей, либо тем же желе приклеивать. В следующих видео обязательно буду показывать новые виды декора с применением вот этого желе. У меня уже возникло 1000 идей, как его можно применить. Ну а сейчас, как я говорила, во второй части покажу сам рецепт приготовления вот этого торта. Начинка в этом торте у меня была такая: шоколадный бисквит, соленый арахис в карамельном топпинге, шоколадный мусс и ореховый крем. Приготовим шоколадный бисквит. Нам нужны вот такие ингредиенты. Соединяем в чаше желтки с половиной сахара. Растираем миксером до посветления. Соединяем в другой миске все сухие ингредиенты. Хорошенько перемешиваем, чтобы они все между собой соединились. Берем другую чистую миску и взбиваем белки со щепоткой соли. Взбиваем белок на максимальных оборотах до пышности. После этого начинаем порциями подсыпать сахар и взбиваем белок с сахаром на плотную меренгу. Добавляем 1/3 белка к желткам и вымешиваем легкими движениями. После этого просеиваем через сито половину сухих ингредиентов и также хорошо вымешиваем легкими движениями. Опять добавляем часть белка и снова вымешиваем. После этого добавляем вторую часть сухих ингредиентов, хорошенько вымешиваем и напоследок оставшуюся меренгу. Также хорошо вымешиваем. Выливаем тесто в две формы диаметром 18 см, ставим выпекаться в разогретую духовку 160-170 градусов 30-35 минут. Готовый бисквит оставляем остудиться в помещении. Приготовим карамельный топпинг. Для этого нам понадобятся вот такие ингредиенты. Высыпаем сахар в сотейник и заливаем водой. Теперь очень аккуратненько лопаткой вымешиваем на протяжении полминутки-минутку. Задача состоит в том, чтобы сахар как можно больше растворился в воде. Ставим сотейник на большой огонь. После того, как сироп начинает кипеть, мешать ни в коем случае нельзя, пускай себе варится как есть. Пока варится сироп, подготовим воду. Берем обычную воду, сюда же добавляю уксус
и немножко ванилина. Перемешиваю и оставляем в сторонку, ждем до нужного момента. Как только сироп уже начинает желтеть, я уменьшаю огонь до умеренного. Сам сироп нужно доварить, если с градусником, то 190 градусов должно быть. Если без градусника, ориентируйтесь на цвет. Сироп должен довариться до темно-янтарного цвета. Вот как вы заметили, что идет уже легкий дымок такой и пахнет такой немножко паленым сахаром, и цвет такой как янтарный, тогда убираем с огня. Это как раз 190 градусов. Убираем сироп с огня и быстренько ставим воду, которую мы подготовили, в микроволновку на 30 секунд, чтобы она стала горячей. Заливаем горячую воду и быстренько вымешиваем. Делайте это осторожно, потому что пар, который выделяется, очень горячий и может обжечь руку либо лицо. После того, как мы добавили всю воду, добавляем масло. Масло лучше брать комнатной температуры. И также хорошенько вымешиваем. Все, теперь у нас практически готовый карамельный топпинг. Этот топпинг мы будем использовать и для шоколадного мусса, и для соленого арахиса. Выливаем к соленому арахису 160-180 грамм. Здесь смотрите на свое усмотрение, как вам больше нравится. Вот надо так, чтобы арахис хорошо был пропитан карамельным топпингом. А вторую часть топпинга оставляем для шоколадного мусса. Для него нам понадобятся вот такие ингредиенты. Заливаем желатин холодной водой и оставляем набухать. К оставшемуся топпингу, чтобы не пачкать посуду, сразу туда добавляем сметану, сгущенное молоко и какао. Хорошенько смешиваем все ингредиенты, ставим сотейник на умеренный огонь. Нагреваем вот эту массу до горячего состояния. Когда масса нагреется, добавляем набухший желатин. Вымешиваем, чтобы желатин растворился. Сразу после этого снимаем с огня. Оставляем в помещении, чтобы масса остудилась и стала более плотной. За это время приготовим ореховый крем. Соединяем в сотейнике сметану, пасту, мед и какао. Хорошенько вымешиваем и ставим на очень маленький огонь. Эту массу нам нужно нагреть для того, чтобы какао открыло свой вкус и аромат. Нагреваем на протяжении 1 минутки. После этого снимаем с огня. Берем чистую миску, выкладываем туда масло комнатной температуры. Взбиваем масло миксером до пышности и посветления. К взбитому маслу добавляем сгущенное молоко комнатной температуры, выливаем прямо все и также хорошенько взбиваем несколько минут. Теперь сюда же добавляем ореховую массу и также хорошенько взбиваем несколько минут. Все составляющие у нас готовы, поэтому будем собирать торт. Коржи нужно разрезать каждый на 3 ровные части. Начинаем сборку с шоколадного коржа. Все коржи нужно пропитывать. После пропитки делаю дамбу из крема, а в середину выкладываю арахис с карамельным топпингом. Сверху арахиса выкладываем крем, хорошенько разровняем. И следующий бисквит. На данном этапе эту часть торта оборачиваем пленкой и фиксируем в кольце. Теперь сверху выливаем шоколадный мусс. Он уже у нас остудился, и вот посмотрите, какой он уже плотный. Разровняем слегка ложкой. Его нужно немножко утрамбовать, так чтобы он схватился с предыдущим бисквитом. И сразу кладем следующий бисквит. Также немножко утрамбовываем, пропитываем, делаем из крема дамбу. В середину выкладываем арахис с карамельным топпингом. Сверху закладываем кремом. Кладем следующий бисквит. И также пропитываем.
Это у нас будет нижняя часть этого торта. Верхнюю часть торта собираем из 2 оставшихся бисквитов, только мы их уменьшаем до диаметра 16. Этих 2 коржа просто смазываем кремом. Между 2 коржами у нас идет тот же ореховый крем, и выравниваем эту часть также ореховым кремом. Все ингредиенты в этом торте прекрасно сочетаются. Получается очень вкусный шоколадно-ореховый торт. Даже желе, который мы использовали для декорации, здесь никак не мешает. У этого желе вкус как у обычного лимонного желе, но оно намного плотнее и не такое тягучее и вязкое, как обычно мы привыкли делать желе на желатине. Напоминаю, что вся нужная информация будет также в описании под видео. Не забывайте писать в комментариях свое мнение, а также полезные советы. На этом говорю всем пока. До следующего выпуска.